Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить необычное, но очень вкусное и нежное лимонное печенье с кремом. Готовится оно очень легко и из самых простых продуктов. Список всех ингредиентов вы сможете найти в описании под этим видео. Итак, начнем с приготовления теста. Соединяем мягкое сливочное масло с сахаром и взбиваем миксером до однородности. Если у вас нету миксера, ничего страшного, масло с сахаром также можно перетереть и лопаткой, а затем перейти на венчик. После того, как масса объединилась, добавляем яйца, сметану и натираем цедру лимона. Сюда же добавляем пару капель желтого красителя и снова взбиваем миксером. Взбиваем примерно 1 минуту, пока масса не станет однородной. Хочу сказать пару слов про цвет печенья. Так как красители у всех разные, я советую его добавлять постепенно. Добавьте 1 каплю, перемешайте. Если цвет вам кажется слабоватым, добавьте еще 1 каплю красителя и снова перемешайте. Также учитывайте, что после выпечки печенье еще посветлеет, поэтому пускай цвет в миске у вас будет чуть ярче, чем вы хотите видеть его в итоге. Соединяем муку с разрыхлителем и постепенно просеиваем в масляную массу. Муку добавляйте постепенно, так как она у всех разная, поэтому ее может понадобиться меньше, либо чуть больше. Замешиваем тесто сначала лопаткой и затем уже руками. Должно получиться очень мягкое и нежное тесто. Да, оно получится слегка липким, это нормально. Главное, чтобы оно было очень пластичным и мягким. Начинаем формировать печенье. Отрываем кусочек теста, скатываем его в шарик, немного сплющиваем и придаем форму лимона. Делается это несложно, уверена, что у вас получится. И перекладываем на противень, застеленный пергаментом. Обязательно оставляйте между ними расстояние, так как во время выпечки они еще увеличатся в размере. Заготовки делаем четное количество и старайтесь их сделать одинакового размера, так как в последующем мы будем их соединять. Я делю тесто на 12 кусочков, это значит, что готового печенья у меня получится 6 штук достаточно большого размера. Если хотите печенье меньшего размера, делайте большее количество кусочков. Таким образом, регулируя и количество, и размер печенья. Дальше отправляем его выпекаться при 160 градусах примерно 15-20 минут. Сейчас очень важно печенье не передержать в духовке, чтобы сохранить его красивый лимонный цвет. Во время выпечки не бойтесь открывать дверцу и проверять готовность. С таким тестом ничего не произойдет. Сразу после духовки печенье будет еще мягким, поэтому даем ему постоять на противне минут 10, чтобы оно немного остыло. И когда оно станет слегка теплым, аккуратно делаем небольшие углубления в каждой половинке при помощи обратной стороны чайной ложки. Это углубление мы в последующем будем наполнять кремом. Затем можно переложить его на решетку, чтобы оно полностью остыло. За это время приготовим сироп. Тут все просто. В сотейнике соединяем воду, сахар и сок 1 лимона. Я взяла сок того лимона, с которого снимала цедру для теста. Обычно с 1 лимона получается примерно 50 мл сока. Ставим на огонь и нагреваем, пока сахар полностью не растворится. Кипятить тут ничего не нужно. Просто ждем растворения сахара и снимаем с огня. После этого переливаем в другую емкость и уже даем полностью остыть. Теперь займемся кремом. Здесь тоже ничего сложного. В миске соединяем творожный сыр, теплое сливочное масло и сахарную пудру. Взбиваем миксером на средней скорости до однородного состояния. Главное, не взбивайте слишком долго, иначе крем у вас может стать жидким. Вот такой гладкой и однородной консистенции должен он получиться. Для удобства крем можно переложить в кондитерский мешок, но также печенье можно и наполнять обычной чайной ложкой.
Теперь берем полностью остывшие половинки печенья и начиняем их кремом. После того, как начинили все половинки кремом, их нужно соединить. Берем одну половинку с кремом и накрываем ее второй. Старайтесь подбирать половинки, похожие по размеру и по форме, чтобы готовое печенье у нас получилось ровным и аккуратным. За счет крема внутри они хорошо скрепляются и надежно держатся. Теперь переходим к сахарной корочке. Нам понадобится остывший сироп и сахар. Точное количество сахара я обычно не отмеряю и беру его на глаз. Примерно 150-200 граммов насыпаем в глубокую мисочку, чтобы было удобнее обваливать. Дальше берем собранное печенье и полностью окунаем его в сироп. Долго держать не нужно, быстро обмакиваем со всех сторон и затем обваливаем его в сахаре. Стараемся, чтобы сахар лег равномерно и со всех сторон. Точно так же делаем со всеми остальными печеньями. Вот и все, печенье готово. Хотя, если честно, я бы назвала их пирожными. Очень нежное тесто, много крема и нотка цитруса во вкусе точно не оставит вас равнодушными. Помимо вкуса, они получаются еще и очень красивыми, прямо как настоящий лимон. Как вы уже убедились, готовятся они совсем не сложно, поэтому обязательно попробуйте его приготовить. Я уверена, оно понравится и вам, и вашим близким. Не забудьте сохранить рецепт и поделиться им с друзьями. Также я буду очень благодарна, если в комментариях вы напишите свое мнение об этом видео. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!